Что если я скажу вам, что самый могущественный человек нашего города проводил вечера, следя за официанткой после ее смены? Не по тем причинам, о которых вы могли подумать, а потому что в ее доброте было что-то, что преследовало его, и он не мог понять, почему. Томас Уитмор имел все, что могла купить его огромная состоятельность. Пентхаус с видом на гавань, коллекцию раритетных автомобилей и состояние, способное купить целые страны. Но в свои 68 лет, сидя один в любимом угловом кресле в Мейпл-стрит Дайнер, каждый вторник вечером он был заворожен чем-то куда более ценным, чем любое богатство. Это была та нежность, с которой Роуз Мартинес налила ему кофе, даже не спрашивая, как он любит, с добавлением сливок, и искренняя улыбка, которая не покидала ее даже в самые длинные смены. В ней было что-то, что напоминало ему о его покойной жене Маргарет, хотя он не мог понять, что именно. «Откуда сегодня наблюдаешь?» — спросил Томас. Он построил свою империю с нуля, начав с маленькой строительной фирмы, которую ему оставил отец 40 лет назад. Сейчас Whitmore Industries владела половиной зданий в центре города, включая квартал, где стоял этот самый Мейпл-стрит Дайнер. Томас побывал в лучших ресторанах мира, где за один ужин платят больше, чем большинство зарабатывают за неделю. Но вот он здесь, каждый вторник ровно в 7, усаживаясь в старый виниловый диванчик, который скрипел при каждом его движении. Роуз работала в закусочной уже 3 года. После того, как ее муж, Карлос, умер от рака, ей было 55, и она могла найти более простую работу, но это место было для нее семьей. Другие официантки заботились друг о друге, а постоянные клиенты стали почти как друзья. Она заметила мистера Уитмора. Как не заметить? Весь город знал, кто он такой. Но в отличие от многих, кто либо пугался, либо старались угодить, Роуз относилась к нему так же тепло и искренне, как и ко всем остальным. «Как обычно сегодня, мистер Уитмор?» — спрашивала она, уже тянуясь к кофейнику. Он всегда заказывал одно и то же: мясной рулет, картофельное пюре и стручковую фасоль. Простая еда, которая возвращала его в детство, до всех денег и тех сложностей, что они принесли. «Пожалуйста, Роуз, а как твой внук с уроками фортепиано?» Томас обладал феноменальной памятью на детали, что всегда помогало ему в бизнесе. Но еще больше его трогало, что он действительно заботился о людях вокруг. Даже если после смерти Маргарет 5 лет назад забыл, как это показывать. Он теперь занимается каждый день. Лицо Роуз озарилось, когда она говорила о маленьком Мигеле, сыне своей дочери Софии, которому всего 8. Говорит, что однажды сыграет в Карнеги-холл. Большие мечты для такого малыша. Но я верю в него. Томас начал ждать этих разговоров больше, чем заседаний совета директоров или благотворительных гала. В Роуз была искренность, то, чего все меньше в его мире. Она никогда не просила ничего и не жаловалась, хотя он начал замечать маленькие детали. Ее туфли были изношены, но отполированы до совершенства. Униформа всегда была чистой и выглаженной, хотя Томас мог заметить, что кое-где ее аккуратно штопали. Во время перерывов она никогда ничего себе не заказывала. Просто пила воду и, возможно, слегка перекусывала кусочком хлеба. В один особенно холодный вторник ноября Томас заметил, что Роуз выглядела иначе. Ее привычная жизнерадостность была натянутой, а вокруг глаз появились линии беспокойства, которых на прошлой неделе не было. Когда она принесла его кофе, рука слегка дрогнула, и несколько капель пролились на стол. «Простите, мистер Уитмор», — быстро сказала она, хватаясь за тряпку и двигаясь с нервной энергией, совсем не похожей на ее обычное спокойствие. «Роуз, все в порядке? Ты сегодня какая-то взволнованная». Голос Томаса звучал искренне. Это был невежливый вопрос клиента, а забота человека, который уже успел дорожить их дружбой. Она остановилась на мгновение, и на ее лице промелькнуло нарушение привычного самообладания. «О, это ничего. Такого, просто семейные проблемы. Ты же знаешь, как это бывает.
но голос ее дрогнул, и Томас увидел, что она сдерживает слезы. В тот вечер, когда смена Роуз закончилась в 10, Томас сделал то, чего никогда раньше не делал. Вместо того, чтобы уехать домой с водителем, он попросил подождать на парковке. Он наблюдал, как Роуз вышла из задней двери, туго закутанная, в тонкое пальто, пытаясь защититься от ноябрьского ветра. Она направилась к старенькому Honda Civic, который, казалось, уже пережил лучшие времена. Машина заводилась с 3-й попытки. В груди Томаса сжалось что-то глубокое, когда он увидел, как она уезжает. Стоп-сигналы мерцали прерывисто, а одна из шин была почти полностью сдута. Это была женщина, которая заботилась обо всех вокруг, которая каждую вторничную ночь дарила ему тепло своей доброты, а теперь явно боролась с трудностями, о которых никогда не рассказывала. «Следуй за машиной, но держи дистанцию», — тихо сказал он водителю Джеймсу, который служил их семье уже больше 20 лет. «Сэр, вы уверены? Это кажется...» Немного... Джеймс замолчал, понимая, что лучше не спорить с хозяином, хотя забота была очевидна. «Я не причиню ей вреда, Джеймс. Просто хочу понять, что ее тревожит. Иногда нужно увидеть всю историю человека, чтобы понять, как помочь». Сам Томас удивился своим словам. Когда он стал тем, кто следит за кем-то не из делового интереса, а из-за заботы, они ехали за Роуз через старые районы города, мимо обновленных кварталов, где проекты Томаса поднимали цены на жилье, до районов, где трудящиеся семьи все еще боролись, чтобы свести концы с концами. Ее машина свернула на подъезд к небольшому ухоженному дому с крошечным садиком. Даже в темноте было видно, что за домом ухаживают. Подстриженные зимние цветы, свежая краска на ставнях, небольшой керамический горшок у двери. Но внимание Томаса привлекло не само жилище, а непрерывный поток людей, прибывавших вскоре после того, как Роуз вернулась домой. Пожилой мужчина с ходунками, молодая мама с спящим малышом на руках, подросток на велосипеде. Один за другим они подходили к ее двери, и один за другим Роуз приветствовала их и впускала в дом. Томас сидел в машине и наблюдал эту необычную картину, понимая, что стал свидетелем чего-то, что пока не мог объяснить. В час ночи после долгой смены на ногах Роуз Мартинес открывала двери своего дома, чтобы впустить, казалось, почти весь район. Свет в кухонном окне не гас, и сквозь тонкие занавески он видел тени, движущиеся возле обеденного стола. «Как думаешь, что она там делает, Джеймс?» — тихо спросил Томас, боясь нарушить какую-то тайну. «Не знаю, сэр», — ответил Джеймс, «но, похоже, это важно для многих». Джеймс вырос в таких районах и понимал, что люди подходят к Роуз так, как будто она стала для них чем-то жизненно необходимым. В следующий вторник Томас пришел в закусочную раньше обычного, полон решимости понять то, что увидел. Роуз встретила его своей привычной теплой улыбкой, но он заметил, что она устала и пытается это скрыть. Линии беспокойства вокруг ее глаз стали глубже, а движение чуть медленнее обычного. «Вы сегодня рано, мистер Уитмор». «Долгий день в офисе», — сказала она, наливая кофе, не дожидаясь ответа. Это было уже их привычкой. Словно дышать одним воздухом, знаете. Я все думал о нашем разговоре на прошлой неделе. Вы упоминали семейные проблемы и... надеюсь, все у вас наладится». Осторожно начал Томас, подбирая слова, чтобы не показаться навязчивым, но и искренне проявляя заботу. Рука Роуз ненадолго замерла, когда она ставила кофейник на стол. «Очень приятно, что вы интересуетесь», — тихо ответила она. «Это мой внук Мигель, помните? Тот самый с мечтой играть на пианино. Его мама, моя София, у нее проблемы со здоровьем. Ничего серьезного», — быстро добавила она. «Но она не может работать так много, как раньше. А с уроками пианино для Мигеля...» Она замолчала, явно не желая раскрывать больше. Томас за долгие годы бизнес-переговоров научился читать людей, и он видел, груз, который несла Роуз, был намного тяжелее, чем она хотела показывать. «Роуз, если я могу чем-то помочь», — начал он,
но она мягко, но решительно улыбнулась и покачала головой. «Спасибо, мистер Уитмор, вы очень добры, но мы справимся. Мы всегда как-то выкручиваемся. Так делают семьи, верно? Мы заботимся друг о друге. В слове «мы» было что-то большее, чем просто ближайшие родственники. И Томас почувствовал это. По мере того, как вечер шел, Томас заметил и другие мелочи. Когда старик Хендерсон, который приходил каждый вечер за кофе и пирогом, потянулся за кошельком, Роуз тихо покачала головой и просто наливала ему кофе, не беря денег. Когда после школы приходила подросток Дженни Мартинес, никакого родства. Просто совпадение фамилии, выглядевшая голодной и тревожной, Роуз упаковывала для нее сэндвич, который все равно собиралась выбросить, и отправляла девочку домой с ним. Эти маленькие добрые поступки не были случайными. Они были частью более крупной картины, продуманной сети поддержки, которую Роуз создавала вокруг своего сообщества. Томас начал понимать, что то, что он увидел в ее доме, это не исключение, а, вероятно, происходило каждую ночь. После смены Роуз Томас снова попросил Джеймса сделать то же самое. На этот раз они были готовы к тому, что увидят, но реальность превзошла все ожидания Томаса. Поток посетителей у дома Роуз был постоянным и разнообразным. Семьи с детьми, пожилые люди, живущие одни, молодые взрослые, которым было трудно свести концы с концами. «Джеймс, припаркуйся. Сегодня поближе. Хочу увидеть, что там на самом деле происходит». Томас почувствовал то, чего не испытывал со времен смерти Маргарет, желание понять нечто важное, гораздо более значимое, чем прибыли и сделки по недвижимости. С их близкого расстояния они могли видеть через кухонное окно Роуз. Ее маленькая столовая превратилась в нечто похожее на центр распределения еды. Роуз переходила от плиты к столу, разливала суп по контейнерам, заворачивала сэндвичи, собирала в пакеты полноценные обеды. Но это была не просто благотворительность, это было сообщество. Люди не просто брали еду и уходили. Они сидели за ее столом, разговаривали, делились историями, помогали друг другу с проблемами. Томас наблюдал, как пожилой мужчина с ходунками помогал Роуз складывать контейнеры. Молодая мать кормила малыша у кухонной стойки, а подросток на велосипеде, по всей видимости, доставлял еду тем, кто не мог прийти к дому Роуз самостоятельно. Это была не просто одна женщина, которая кормит соседей. Это была целая система поддержки, работающая из кухни официантки. Господи, Джеймсона организовала кухню для бедных прямо у себя дома. Голос Томаса звучал с восхищением и чем-то еще. С осознанием, что он стал свидетелем именно того духа общности, которого так долго не хватало в его собственной жизни. Но несмотря на всю удивительность этого дела, Томас видел и его ограничения. Кухня Роуз была маленькой, ее ресурсы явно были на пределе. Он внимательно наблюдал, как она делит огромный казан супа на порции для 20 человек, понимая, что, вероятно, сама остается без ужина, чтобы другие не остались голодными. Ближе к полуночи последний гость ушел, и Томас увидел, как Роуз наконец села за кухонный стол с чашкой чая и кусочком хлеба. Она выглядела измотанной, но довольной, той усталостью, которая приходит от работы, питающей душу, пусть и опустошающей тело. «Нам нужно узнать об этом больше», — сказал Томас Джеймсу по пути домой. «Но осторожно. Я не хочу ставить ее в неловкое положение или заставлять думать, что я осуждаю ее». В последующие дни Томас сделал то, чего не делал уже много лет. Он лично занялся расследованием. Не исследованием рынка для своих бизнес-решений, а настоящей детективной работой, изучением жизни настоящих людей. Он ходил в библиотеку, разговаривал с другими бизнесменами в районе и постепенно собирал историю Роуз. То, что он узнал, разбило ему сердце и одновременно наполнило уважением. Роуз начала свой неформальный благотворительный проект после смерти мужа. Сначала просто помогая пожилым соседям, напоминавшим ей ее родителей.
Слухи быстро разошлись по округе, и теперь она кормила почти 50 человек в неделю, используя свои собственные средства и кухню. Она покупала оптом продукты, на которые ей было не по карману тратить деньги, готовила часы напролет после изнурительных смен в ресторане и ни разу не просила ничего взамен. Самым неожиданным для Томаса было то, что Роуз знала, кто он такой. Не просто богатый клиент с щедрыми чаевыми, а застройщик, проекты которого вытеснили многие семьи, которых теперь она кормила. 3 года назад Whitmore Industries купила и снесла жилой комплекс с доступным жильем на другой стороне города, разбросав десятки семей, не способных позволить себе новые, более дорогие квартиры, которые пришли им на смену. Роуз тихо заботилась о жертвах его успеха и ни разу об этом не сказала. Томас сидел в своем пентхаусе в ту ночь, глядя на огни города, и понял: все, что он думал о своем влиянии на сообщество, было ошибкой. Он всегда говорил себе, что развитие создает рабочие места, что прогресс требует трудных решений, что ради общего блага иногда приходится жертвовать отдельными людьми. Но теперь у него было имя и лицо этих жертв. И эта женщина каждый вторник с улыбкой подавала ему мясной рулет, не испытывая ни капли обиды, только благодать. Кризис произошел в один из декабрьских вечеров, в четверг. Томас задержался в офисе, когда Джеймс постучал в дверь с необычайным волнением. «Сэр, думаю, вы должны знать. Сегодня в закусочной случилась беда. Мисс Роуз упала во время смены. Ее отвезли в больницу, Джеймс явно прибыл прямо с места происшествия, и его тревога была очевидна. Томас почувствовал, как сжалось сердце. Страх, которого он не испытывал с последних дней Маргарет. В какую больницу? Что произошло? Он уже тянулся за пальто, забыв про бумаги. В городскую. Говорят, она всю неделю работала по 2 смены, чтобы заменить заболевшую официантку. Кто-то сказал, что она просто упала в обморок у 6-го стола. Прямо посреди заказа. Джеймс уже протянул ключи от машины, не дожидаясь дальнейших вопросов. Отделение скорой помощи в городской больнице было именно таким, каким Томас и ожидал. Переполненным, с недостатком персонала и заполненным людьми, которые не могли позволить себе лучшую медицинскую помощь. Он раньше жертвовал деньги этой больнице, крупные чеки на благотворительных баллах, но ни разу не заходил внутрь. Реальность была тяжелой. Томас нашел Роуз в больничной палате за тонкой ширмой. Она казалась маленькой и беззащитной в изношенной больничной рубашке. Рядом сидела ее дочь София, держала мамину руку и быстро говорила по-испански с, по всей видимости, сестрой Роуз. Когда Роуз увидела Томаса, ее глаза расширились от неожиданности и смущения. «Мистер Уитмор, что вы здесь делаете? Вам не следовало меня так видеть». Она попыталась сесть прямо, но София мягко помогла ей лечь обратно. «Роуз, не волнуйтесь обо мне. Как вы себя чувствуете? Что сказали врачи?» Томас с удивлением для себя протянул ей другую руку, предлагая утешение так, как когда-то делал с Маргарет во время ее лечения. София с любопытством смотрела на них обоих. Она слышала о добром клиенте, который всегда интересуется уроками игры на пианино у Мигеля, но не ожидала увидеть его в больнице. Врач говорит, что она обезвожена и истощена. Она плохо ела и работала слишком много часов. Ее хотят оставить на ночь для наблюдения. Роуз выглядела смущенной. «Я не могу остаться. На ночь. А от меня зависят люди. Миссис Чен нужно доставить лекарства от артрита. Семья Джонсон рассчитывает на ужин, потому что их продуктовые талоны придут только завтра». Она начала нервничать, пытаясь вырвать руку и встать. «Мамочка, прекрати. Ты не сможешь заботиться обо всех, если сначала не позаботишься о себе». Голос Софии звучал с усталостью человека, который уже много месяцев ведет этот спор. Томас почувствовал, как кусочки головоломки складываются в единое целое. «Роуз, люди, которые приходят к тебе каждый вечер, ты не просто кормишь их, правда? Ты помогаешь им с медицинскими проблемами тоже». Глаза Роуз наполнились слезами, но она кивнула. «Некоторые не могут позволить себе лекарства.
Другие не знают, как разобраться в системе здравоохранения. Миссис Чен почти не говорит по-английски, а ее сын живет в другой части страны. Дети Джонсону нужны помощь с уроками, потому что их родители работают на 3 работах. Это не что-то особенное. Я просто делаю, что могу. София сжала руку матери. Что она тебе не говорит, так это то, что пропускает собственные приемы пищи, чтобы у всех хватало еды. И она использует деньги на аренду, чтобы покупать продукты и лекарства для тех, кто не может себе этого позволить. Мы уже 3 месяца не платим за дом. Эти слова ударили Томаса, как удар по телу. Роуз стояла на грани выселения, потому что буквально отдает все, что у нее есть, чтобы накормить и поддержать свою общину. Она теряла свой дом, превратив его в убежище для других. «Почему ты не сказала мне об этом?» Голос Томаса был мягким, но наполнен эмоциями, которые он не позволял себе испытывать годами. Роуз вытерла глаза тыльной стороной руки. Что я могла сказать? «Привет, мистер Уитмор, я знаю, что ваша компания вытеснила половину тех, кому я пытаюсь помочь, но не могли бы вы дать немного денег на продукты? Вы всегда были добры ко мне, но есть разница между вежливостью к официантке и настоящей заботой о ее проблемах». Ее слова ранили, отчасти потому, что были правдой, но и потому, что Томас понял, насколько она ошибалась насчет его чувств. Где-то за эти месяцы Роуз стала для него не просто официанткой. Она стала напоминанием, что добро все еще существует в мире, что люди могут выбирать доброту вместо эгоизма, что служение другим — это особая благодать, которую он давно забыл. «Роуз, я хочу помочь. Пожалуйста, позволь мне». Голос Томаса прозвучал с неожиданной настойчивостью, даже для него самого. Но Роуз твердо покачала головой. «Спасибо за предложение, мистер Уитмор, правда. Но я не могу принимать от вас милостыню. Это было бы неправильно. Мы сами справлялись все это время, и найдем выход и теперь». Томас смотрел на эту удивительную женщину, которая отдает последние деньги, чтобы накормить других, и при этом отказывается от помощи того, кто мог бы решить ее проблемы одним лишь взмахом руки. Он думал о Маргарет, которая непременно полюбила бы независимость и щедрость Роуз. Он думал о своем пустом пентхаусе, бессмысленных совещаниях и обо всех способах, которыми отгородился от настоящего человеческого тепла после ее смерти. «А что, если это не будет милостыней?» — тихо спросил он. «А если это будет партнерство?» И Роуз, и София посмотрели на него с удивлением. Томас почувствовал, как в его голове начинает формироваться идея. Та самая, что зрела с той первой ночи, когда он проследил за Роуз домой. Что-то, что могло бы сохранить ее достоинство и помочь ему снова найти смысл в своем богатстве. «Роуз, то, что ты делаешь, заботишься о сообществе, кормить людей, помогаешь с лекарствами и домашними заданиями, это не просто доброта. Это именно тот вид социальных программ, который такие организации, как моя, должны поддерживать. А что, если сделать это официально? Что если Whitmore Industries станет спонсором настоящего общественного центра, а ты станешь его директором?» В деловом уме Томаса закрутились возможности, гораздо более захватывающие, чем любые сделки последних лет. Роуз смотрела на него, словно он говорил на незнакомом языке. «Мистер Уитмор, я всего лишь официантка, которая слишком много готовит супа. Я не умею управлять никакими официальными делами. Но ты уже управляешь этим, Роуз. Просто делаешь это без ресурсов и признания. Ты когда-нибудь сталкивалась с чем-то подобным?» В груди Томаса что-то, замерзшее с тех пор, как умерла Маргарет, начало оттаивать. «Ты не просто официантка. Ты сердце этого сообщества, и пришло время кому-то помочь тебе так, как ты помогаешь другим». На следующий день Роуз выписали из больницы, а Томас провел всю ночь в приемной, звоня по телефонам и набрасывая планы на обороте больничных бумаг. К тому времени, как она была готова ехать домой, у него уже была четкая и масштабная идея, способная изменить все.
«Роуз, прежде чем ты скажешь «нет», я хочу показать тебе кое-что», — сказал Томас, когда Джеймс помогал ей сесть на пассажирское сиденье его машины. София согласилась, чтобы Томас отвез ее мать домой, хотя ехала за ними в своей машине с явным недоверием к внезапной заинтересованности богатого человека, который раньше не проявлял интерес к их проблемам. Вместо того, чтобы поехать к дому Роуз, Томас направил Джеймса к пустому зданию в 3 кварталах от закусочной. Раньше там был общественный центр, но его закрыли из-за сокращения бюджета. Окна были заколочены, а в трещинах парковки проросли сорняки, но здание было крепким. Томас купил его 6 месяцев назад без четкого плана, просто с ощущением, что этому району нужно что-то. «Я знаю, что сейчас это выглядит не слишком впечатляюще», — сказал Томас, стоя перед зданием, «но я постоянно вижу, что оно может стать местом, где то, что ты уже делаешь, будет происходить по-настоящему. Настоящей кухней, которая сможет накормить 100 человек вместо 20, помещениями для репетиторства, помощи с лекарствами и всем остальным, о чем ты заботишься. Что думаешь?» Роуз медленно обошла здание. Больничный браслет все еще на запястье, впитывая все возможности. Парковка была достаточно большой, чтобы семьи могли безопасно собираться вместе. Когда окна раскроют, в помещение будет попадать достаточно света для детей, чтобы делать уроки. Боковой вход был удобен для таких людей, как миссис Чен, с ограниченной подвижностью. «Мистер Уитмор, это прекрасно, но я все равно не могу принимать от вас милостыню. И даже если бы могла, я не знаю ни черта о том, как управлять настоящей организацией. Я просто варю суп и слушаю проблемы людей». Голос Роуз был наполнен усталостью человека, который слишком долго нес на себе тяжелую ношу. Томас ожидал этого возражения и за ночь понял, что именно нежелание Роуз принимать помощь – ключ к успеху. «А если бы ты зарабатывала на это?» – предложил он. «Что если Whitmore Industries наймет тебя консультантом по связям с сообществом? Твоя задача будет выявлять нужды в районах, где мы строим, и создавать программы, которые помогут людям еще до того, как возникнут проблемы с переселением». София, которая молча слушала, сделала шаг вперед. А что это значит на практике? Томас достал записки, которые вел всю ночь. Это значит, что Роуз будут платить настоящую зарплату за то, что она и так делает, заботиться о людях. Но она также поможет нашей компании понять, как наши проекты влияют на жизни людей до того, как мы начнем строить. Слишком много семей оказалось вынуждено переехать, потому что такие застройщики, как я, не понимают сообщества, которые меняют. Роуз сможет помочь нам делать это лучше. Роуз долго молчала, изучая лицо Томаса, пытаясь понять, действительно ли это предложение или тонкая жалость. «Ты серьезно?» — спросила Роуз, пристально глядя на Томаса. «Ты правда хочешь нанять меня, чтобы я указывала тебе на ошибки?» «Я серьезно хочу делать меньше ошибок», — ответил Томас, и в его голосе прозвучала искренность. «И я искренне верю, что то, что ты делаешь на своей кухне, именно то, что нужно каждому району. Кто-то, кто видит в людях личности, а не просто статистику». Томас ощутил всю глубину этих слов, произнося их. Это уже было не просто желание помочь Роуз. Это был поиск способа почтить память Маргарет, сделать что-то по-настоящему важное. Следующие часы пролетели как вихрь. Томас звонил своему архитектору, юристу и бухгалтеру. Он организовал срочный ремонт машины, Роуз и пересмотр условий ее ипотечного кредита. Но самое главное, начал юридический процесс создания общественного центра Роуз Мартинес, где Роуз станет первым официальным директором с зарплатой. Но кульминация наступила вечером, когда Роуз настояла на том, чтобы вернуться к своей обычной работе, несмотря на протесты Томаса, что ей нужно отдохнуть. «Мистер Уитмор», — сказала она твердо, — «я ценю все, что вы пытаетесь сделать, но сегодня вечером у меня
Есть люди, которые на меня рассчитывают. Они еще не знают о наших планах, а они все еще голодны. Томас понял, это его шанс увидеть работу Роуз изнутри и понять, что именно он собирается поддерживать. «Можно я пойду с тобой?» — осторожно спросил он. «Я бы хотел помочь, если ты позволишь». Роуз внимательно посмотрела на него. «Ты уверен, что хочешь увидеть, как живет другая половина? Мистер Промытый. Уитмар, это будет совсем не похоже на твои шикарные благотворительные балы. Я давно не был на таких балах с тех пор, как умерла моя жена», — признался Томас. Ее любимым было находить повод уйти и поговорить с персоналом кухни, а не с донорами. Она бы очень гордилась тем, что делаешь ты. В ту ночь Томас оказался на кухне Роуз, помогая нарезать овощи для супа, пока миссис Чен учила его правильно лепить пельмени. Он слушал, как подросток Мигель репетирует на старом синтезаторе в гостиной, одновременно помогая пожилому мистеру Родригесу разложить лекарства на неделю. Он наблюдал, как Роуз координирует помощь с домашними заданиями, доставку еды и неформальное консультирование с той природной лидерской харизмой, которую не научить в бизнес-школе. Самым трогательным моментом стал подход юной Дженни Мартинес, той самой девочки, которая приходила в закусочную с голодным взглядом. Скромно протянув Томасу учебник по математике, она спросила: «Мистер Уитмар», — Роза говорит, — «вы хорошо разбираетесь в цифрах. Не могли бы вы помочь с этой задачей? Я уже несколько часов пытаюсь разобраться, но завтра утром мне нужно идти на работу до школы, и времени не будет». Сидя за кухонным столом Роуз, помогая 16-летней девочке понять сложные проценты, Томас наблюдал, как вокруг них сообщество, которое создала Роуз, продолжает свой ночной ритуал взаимной поддержки. Внутри что-то щелкнуло. Вот для чего на самом деле нужны деньги. Не чтобы строить памятники успеху, а чтобы создавать фундамент для чужих мечтаний. «Дженни», — сказал он, когда девочка наконец поняла, «а кем ты хочешь стать в университете?» «Бизнесменом», — без колебаний ответила она. «Я хочу учиться создавать рабочие места в таких районах, как этот, чтобы семье не приходилось выбирать между арендой и ужином». Томас посмотрел на Роуз, которая слушала беспокойство миссис Чен о ее внуке в Калифорнии, одновременно помешивая суп и контролируя пианистические занятия Мигеля. «Если вам нравится эта история», — тихо сказал Томас, «подписывайтесь на наш канал, здесь еще много таких душевных рассказов». «Дженни», — улыбнулся он, — «думаю, я знаю человека, который может научить тебя гораздо большему в бизнесе, чем любой учебник». Через 6 месяцев Томас стоял в отреставрированном общественном центре Роуз Мартинес, наблюдая, как воплощается в жизнь самый значимый проект всей его жизни. На открытии не было политиков и бизнес-лидеров, только семьи, которые Роуз давно тихо поддерживала из своей кухни. Миссис Чен с ее ходунками, украшенными яркими ленточками, была там, как и все, кто теперь имел надежду и поддержку семья Джонсон, была одета в лучшие воскресные наряды, а подросток Мигель играл на пианино, которое установили в главном зале. Роуз в простом синем платье и удобной обуви, которую всегда предпочитала, вышла к микрофону с той же естественной грацией, что и при подаче кофе в закусочной. 6 месяцев назад я была просто официанткой, которая варила слишком много супа, начала она, и зал улыбнулся, разделяя ее теплые слова. Я никогда не думала, что забота о соседях может вырасти во что-то гораздо большее, чем одна маленькая кухня. Томас сидел в последнем ряду, предпочитая дать Роуз полностью этот момент. За последние полгода он узнал о сообществе больше, чем за все свои годы успешного бизнеса. Общественный центр Роуз Мартинес стал не просто местом, где кормят людей. Это был центр профессионального обучения, поддержки в вопросах здравоохранения, детских программ и межпоколенческой, поддержки того, что действительно скрепляет кварталы. Дженни Мартинес, которая теперь работала в центре неполный рабочий день и одновременно училась в старшей школе,
стала неофициальным помощником Роуз и уже планировала подачу документов в колледж с рекомендациями и от Роуз, и от Томаса. Мигель каждую субботу давал уроки, игры на пианино младшим детям, а его мечты об игре в Карнеги-холле с каждым днем казались все ближе. Но самое главное изменение коснулось самого Томаса. Он переехал из своего пентхауса в скромный дом всего в 2 кварталах от центра. Фотографии Маргарет украшали каминную полку, но теперь их окружали снимки с общих барбекю, занятий домашними заданиями и множество маленьких праздников, которые были настоящей жизнью. Он все еще управлял Whitmore Industries, но теперь каждый проект развития включал обязательную оценку воздействия на сообщество и программы поддержки жителей района. «Я хочу поблагодарить одного особенного человека», продолжала Роуз, находя взглядом Томаса в толпе. «Мистер Уитмор научил меня, что иногда те, у кого, кажется, есть все, на самом деле больше всего нуждаются в поддержке сообщества. Он показал мне, что богатство — это не то, что у тебя есть, а то, чем ты можешь поделиться». Глотка Томаса сжалась от эмоций. После смерти Маргарет он убеждал себя, что его вклад в мир измеряется построенными зданиями и созданными бизнесами. Но сидя здесь, окруженный смехом детей и разговорами соседей, ставших семьей, он понял, что его наследие будет измеряться гораздо более ценными вещами. После официальной церемонии Томас оказался снова на кухне Роуз, теперь уже настоящем коммерческом пространстве, способном накормить сотни, помогая ей подготовиться к вечернему приему гостей. Это партнерская связь между миллиардером и официанткой, которая научила его истинному значению богатства, стала их новой рутиной. «Знаешь, что я думаю?» «Маргарет сказала бы обо всем этом», — спросила Роуз, передавая ему фартук с надписью «Лучший волонтер в мире». Это был подарок от подростков-волонтеров, которые уже называли его дедушка Том. «И что же?» — спросил Томас, хотя догадывался о ответе. «Думаю, она сказала бы, что ты наконец понял, как использовать свои деньги, чтобы купить то, что никогда не продается». Настоящую семью голос Роуз звучал с мудростью человека, который всегда понимал, самые важные сделки в жизни нельзя измерить в долларах. Томас оглядел шумную кухню, где миссис Чен учила соседей искусству лепки пельменей, где Мигель репетировал гаммы на пианино, одновременно помогая матери упаковывать обеды для доставки, а Дженни занималась с младшими детьми в угловом кабинете, специально оборудованном для помощи с домашними заданиями. «Ты прав», — сказал Томас, «хотя, думаю, Маргарет сказала бы, что я не купил себе семью. Я, наконец, научился заслуживать свое место в ней». Роуз улыбнулась той же теплой улыбкой, что и в первый их вечер в закусочной. Но теперь в ней звучала глубина общего понимания и взаимного уважения. «Мистер Уитмор», — сказала она, — «мне нужно кое-что признаться. С самого начала я знала, кто вы. Я знала про квартиры, которые ваша компания сносила, и про людей, которых я кормила, а кто был вынужден покинуть свои дома из-за ваших проектов». Томас остановился, разрываясь между готовкой и удивлением, куда приведет это признание. «Но я также видела, как вы сидели каждую неделю в том уголке, словно человек, который потерял дорогу домой. Я подумала, что если покажу вам, как выглядит семья, возможно, вы вспомните, как найти свою». Честность Роуз была нежной, но глубокой, той правдой, которую говорит только тот, кто действительно заботится и готов рискнуть. «И я нашел дорогу домой?» — спросил Томас, хотя ответ был очевиден в том спокойствии, что он чувствовал среди этого оживленного хаоса людей, заботящихся друг о друге. «Посмотри вокруг», — просто сказала Роуз. «Что ты видишь, когда вечер подходил к концу, и последние гости с полными животами и легкими сердцами направлялись домой?» Томас помог Роуз закрыть центр. Это стало их ритуалом. Тихое время после того, как сообщество поело, чтобы обдумать маленькие победы дня и спланировать задачи на завтра. «Роуз», — сказал Томас, когда они выключали свет в главном зале,
Спасибо, что увидела во мне то, что я сам забыл. Спасибо тебе, ответила. Она что вспомнил. Деньги — это всего лишь инструмент. Главное, что ты на них строишь. Томас запер дверь за ними и проводил Роуз до ее машины, той же надежной Хонды, но теперь с новыми шинами и недавно отрегулированным мотором. Завтра их ждет еще один день служения общине. Еще один шанс доказать, что высшая цель богатства — создавать пространство, где могут расти чужие мечты. А если вам понравилась эта история, пожалуйста, поставьте лайк, поделитесь в комментариях, что для вас значит сообщество, и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить другие рассказы о неожиданных связях, которые меняют жизни. Иногда самые глубокие перемены происходят не через громкие жесты, а через простое осознание того, что нам всем нужна друг друга, независимо от того, что у нас на счетах. В банке. Спасибо, что были с нами в этом путешествии.